Глава 27. Признаки экстатической любви. Признаки экстатической любви к Кришне, проявляющиеся в теле преданного, называются анубхавой. Практическими примерами анубхавы являются танец, катание по земле, очень громкое пение, потягивание, громкий крик, зевота, тяжелое дыхание, пренебрежение присутствием других людей, слюноотделение, бешеный хохот, покачивание головой и отрыжка. Когда преданного переполняет экстатическая любовь, появление таких симптомов приносит ему трансцендентное облегчение. Названные признаки делятся на две группы. Одну называют шитой, а другую кшапаной. Когда преданный зевает, признаки называются шитой, а когда танцует — кшапаной. Танец. Увидев прекрасное лицо Кришны во время его танца раса с гопи, Господь Шива тоже пустился в пляс, играя на своем маленьком барабане диндима. К танцующему в экстазе Господу Шиве присоединился и его старший сын Ганеша. Катание по земле. В третьей песне Шримад Бхагаватам Видура спрашивает Удаву: «Дорогой друг, как поживает Акрура? Он не только сведущ в шастрах и безгрешен, но еще и преданный Господу Кришна. Его экстатическая любовь к Кришне так сильна, что я видел, как он словно безумец катался в пыли, на которой отпечатались следы стоп Кришны». Подобно этому одна гопи передала Кришне записку, в которой писала, что от разлуки с ним Радха, околдованная ароматом его гирлянды, каталась по земле, отчего на ее нежном теле появились синяки. Громкое пение. Одна из гопи сказала Кришне, что когда Радха воспевала его славу, она заворожила своим пением всех подруг, которые окаменели и не могли шевельнуться. В то же время камни, лежавшие поблизости от экстатической любви, начали плавиться. Однажды Нарада Муни так громко запел мантру Харе Кришна, что все решили, что это явился Господь Нрисимха, и демоны бросились в рассыпную. Потягивание. Говорят, что когда Нарада, несущий вину, в великом экстазе вспоминает о Господе Кришне, он иногда потягивается с такой силой, что его священный шнур рвется. Громкие крики. Однажды гопи сказала Кришне: «О сын Махараджи Нанды, звуки твоей флейты вселили в сердце Радхи скорбь и страх, и она кричит прерывающимся голосом, как птица Курари». Говорят, что звуки флейты Кришны повергают в смятение Господа Шиву, отчего он начинает оглашать воздух такими громкими криками, что демоны трепещут, а сердца преданных
переполняются радостью. Зевота. Говорится, что лепестки лотоса раскрываются под лучами восходящей полной луны. Точно так же, когда Кришна появился перед Радхой, ее подобное лотосу лицо расширилось в зевке. Тяжелое дыхание. О тяжелом дыхании говорится, что Лалита Гопи подобна птице Чатаки, которая пьет только воду, льющуюся из туч, не притрагиваясь ни к какой другой. В этих словах Кришну уподобляют темной туче, а Лалиту — птице Чатаки, которая ищет только общество Кришны. У этой метафоры есть продолжение. Подобно тому, как сильный ветер разгоняет огромные облака, тяжелое дыхание из ноздрей Лалиты лишило ее общества Кришны, который исчез к тому времени, когда она пришла в себя. Пренебрежение присутствием других людей. Пренебрежение присутствием окружающих проявили жены брахманов, совершавших жертвоприношения во Вриндаване. Они побросали свои дома, как только услышали, что Кришна находится где-то поблизости. Они покинули дома, не спросив позволения у своих ученых мужей, которые принялись обсуждать это между собой. Они сказали: привязанность этих женщин к Кришне, заставившая их, забыв обо всем, покинуть свои дома, поистине поразительна. Таково могущество Кришны. Любой, кто привяжется к нему, сможет вырваться из оков рождения и смерти, которые можно сравнить с запертыми домами, покинутыми женами брахманов. В Падьявале приводятся слова преданных: «Мы не будем обращать внимания на посторонних. Пусть они сколько угодно смеются над нами. Мы все равно не будем обращать на них внимания. Мы просто будем наслаждаться трансцендентной расой, воспевания Харе Кришна, катаясь по земле и танцуя в экстазе. Так мы будем вечно наслаждаться трансцендентным блаженством». Слюноотделение. Для иллюстрации этого признака экстатической любви приводит пример Нарада Муни. Говорят, что когда Нарада Муни пел мантру Харе Кришна, он иногда застывал на некоторое время в оцепенении, и слюна струйкой текла из его рта. Бешеный хохот. Когда преданный хохочет очень громко, как сумасшедший, он делает это из-за необычайного возбуждения, вызванного экстатической любовью, которая переполняет его сердце. Такой смех – проявление особого состояния сердца, которое на санскрите называется атахаса. Когда преданный впадает в это состояние, его любовь выражается через губы. Раскаты смеха, следующие один за другим, уподобляют цветам, падающим с лианы преданности, которая растет в сердце преданного. В Чайтанья-чаритамрите преданное служение Господу также уподобляется лиане, тянущейся к лотосным стопам Кришны
на Галоке Вриндаване. Покачивание головы. Одна из гопи говорила своей подруге: «Похоже, что Господь Кришна, враг демона Акхи, выпустил из своего рта смерч, который сейчас раскачивает твою голову, а затем он примется за других лотосаоких гопи». Отрыжка. Иногда отрыжка тоже может быть признаком экстатической любви к Кришне. Доказательством тому являются слова Паурнамаси, обращенные к одной из плачущих наперстниц Радхарани. «Доченька, пусть тебя не пугает отрыжка Радхи. Я знаю средство, которое избавит ее от этого. Не плачь так громко. Ее отрыжка вызвана не несварением желудка. Это признак экстатической любви к Кришне. Не волнуйся. Я сделаю все, чтобы она сейчас же избавилась от нее». Эти слова Паурнамаси доказывают, что экстатическая любовь к Кришне иногда может приводить к отрыжке. Порой дрожь во всем теле или кровотечение из какой-то его части также могут быть реакцией на экстатическую любовь к Кришне. Но эти симптомы встречаются крайне редко, и потому Шрила Рупа Госвами не обсуждает их подробно.